Привет из Турции! Прямо сейчас я отдыхаю в отеле Сиде Star Elegance. Сам отель я вам уже показывала. Это 5-звездочный отель на первой линии в Сиде. Посмотрите этот обзор, если не видели. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. А сегодня я покажу вам, чем кормят в этом 5-звездочном отеле. Питание здесь непрерывное в течение всего дня. Это очень интересно, поэтому я решила показать вам его полностью. Начнем с завтрака. Посмотрим, что предлагают на шведском столе. На входе стоит свежевыжатый апельсиновый сок. Обычно в отелях свежевыжатые соки предлагают за деньги, а здесь это бесплатно. Очень хорошо. Здесь молочный омлет. Очень вкусная штука, рекомендую попробовать. Это овсяная каша с молоком. Яичница. Здесь французские тосты с луком и яйцом. Молочная кукуруза. Сосиски в томатной пасте. Вареные яйца. И турецкий омлет-минимен. Здесь овощи, томаты, перцы. Он такой в меру остренький и очень-очень вкусный. Тоже обязательно попробуйте. Здесь можно сделать себе тосты, поджарить на гриле и положить колбаску и сыр. Уголок свежей выпечки. Очень много разных булочек. Круассаны, улиточки с разными начинками. Есть и сладкие, и несладкие. Вот орешки, инжир. Это турецкий бублик симит с кунжутом. Здесь вижу булочки с шоколадом, круассаны с маком и обычные. Здесь какие-то слоеные булочки. Вот там с творогом или с творожным сыром. И тут еще одна витрина, тоже с выпечкой, разные пирожки. Выпечки очень много, это хорошо. Это турецкий чечевичный суп. Картошка в двух видах. Это сладкие соусы к блинчикам. Блинчики есть вот такие круглые небольшие и есть вот такие русские блины. А еще тут жарят омлеты с разными начинками. Говорите, что хотите, помидоры, колбаса, сыр. Все это добавляют в ваш омлет и готовят прямо при вас. Здесь много видов чаев, а кофе в кофемашинах. Но все это можно заказать и у официанта. Еще другие напитки вроде соков, холодного чая или что-то еще тоже можно заказывать у официантов. Переходим в следующий зал. Это уголок с хлебом. Здесь очень много разных видов. Есть и батоны, и какой-то зерновой хлеб со злаками, с орешками. Есть вот небольшие такие булочки. Тут у нас турецкий лукум. Это компоты. Ну, просто на самом деле фрукты в сиропе. Они такие в меру сладкие. Очень вкусно к йогурту. Халва обычная и шоколадная. Это кунжутная турецкая халва. 4 вида йогурта с фруктами и обычный густой. К йогурту можно взять орешки. Это жареный нут, рекомендую попробовать. Печенюшки, сухофрукты, инжир. Вот эта шелковица сушеная, очень необычно, ни разу не видела, чтобы ее в отелях давали, а здесь дают, классно. Это нут в сахаре, курага, печенье, овсянка, ну и здесь несколько видов хлопьев. Здесь уголок со смузи. Подходите, заказывайте, и вам из какого-то фрукта делают напиток. Это фруктовый уголок. Здесь есть и целые фрукты, и нарезанные. Апельсины, грейпфруты. Вот фруктовый салат. Здесь гранат, еще киви, груши. А это кумкват. Попробуйте такие маленькие апельсинки. Очень необычный вкус у них. Помидоры, огурцы, зелень, лимончики, капуста. В общем, уголок с салатами. Тут разные виды варенья, шоколадная паста, джемы. Есть и в коробочках, и вот в таких чанах. Здесь что-то, если полить, а если на бутерброд, удобно вот так вот взять порционно. Вот это тахинная паста, паста из кунжута. Обычно тахинную пасту смешивают с пекмезом. Пекмез – это виноградный сироп. Он сделан без сахара, только из винограда, но он сладкий. Попробуйте когда-нибудь их смешать и окунуть туда булочку, вам понравится. Здесь варенье прям с целыми фруктами, вот с клубничкой, с персиками. Каймак – что-то вроде густых сливок. Мед в двух видах, есть в сотах и обычный.
Это уголок с сырами на любой вкус. Измир Тулум сыр я пробовала первый раз, и он мне очень понравился. Немного напоминает пармезан. Сыры с травами, брынза, классический сыр для бутербродов. Такой сыр вот немножечко соленый, моцареллу напоминает, копченый. Вот моцарелла. В общем, очень много всего. Посмотрите, вот еще за мной сыры продолжаются. Тут просто разбегаются глаза. Брынза с разными посыпками, с перцем, очень интересная. Вот это необычный турецкий сыр. Он немного напоминает творог, но он сухой. С укропчиком очень интересно получается. Вот это такой же сыр, и он с черненьким кунжутом или с тмином, не знаю, как это называется. Тоже очень интересный. А это чеддер. Конечно же, большой выбор оливок в Турции на завтраке. Без этого никак. И черные, и вот эти вот оливочки на гриле очень интересные. Вот это оливковая паста. Оливочки прям стерты в порошок. И их намажьте на хлеб, тоже будет очень интересно. Масло с травами. А здесь я, видимо, рано пришла, потому что еще прикрыто. Но разные виды колбасы. Очень красиво украшено, жалко, что прикрыто. Я все открывать не буду, но просто посмотрите, что здесь вот ветчина, здесь уже другой вид колбасы. Масло с перцем. Вот красивая ветчина. Какие розочки свернули. Это колбаса с черным перцем. Вареные яйца. Колбаса с фисташками. Маринованные анчоусы. И еще один вид ветчины. Не знаю, чего бы мне могло здесь не хватить на завтраке, потому что у меня просто разбежались глаза, хочется все попробовать. Если вам понравился шведский стол, поставьте лайк. А если вам кажется, что чего-то не хватает, напишите об этом в комментариях. Также в любое время открыт уголок детского питания. Сразу после завтрака начинается поздний завтрак, который длится до 11. Уже через 1,5 часа в ресторане подают обед, а в промежутке можно перекусить в снэк-баре или кондитерской. О них чуть позже, а сейчас смотрим обед. На выбор предлагают 2 вида супа. Помимо хлеба всегда есть свежая выпечка. Она еще теплая, с пылу с жару. Обязательно готовят что-то простое и универсальное. Картошка по-деревенски, спагетти, рис или что-то еще. В 5-звездочном отеле Сиде Стар Элеганс часто подавали овощи в разных видах и обязательно предлагали рыбу. Обычно туристы, которые отдыхают на все включено, хвалят отели именно за разнообразие шведского стола. Тут с этим полный порядок. Как видите, в ресторане хороший выбор мяса. Обжаренный фарш, индейка из печи, говядина на гриле, курица. Мне понравилось, что блюда не повторялись изо дня в день. Повара всегда радовали чем-то новеньким. Еды без мяса тоже полно. Тут слоеные пирожки, равиоли с сыром, грибы и много чего еще. Также есть отдельный уголок с вегетарианским и здоровым питанием. Я попробовала фрикадельки из нута. Это очень вкусно. Шведский стол в отелях Турции невозможен без солений. Тут самые разные оливки, морковь, капуста, огурчики и многое другое. Рядом расположена витрина с традиционными турецкими закусками. Острая перечная паста, освежающий дзадзеки с йогуртом и огурцом, баклажаны. Также есть отдел с охлажденными тушеными овощами. И, конечно, сыры и колбасы. В Турции очень хорошие овощи. Сочные, ароматные, с ярким вкусом. В салат-баре целый конструктор. Можно составить закуску из зелени, самых разных овощей, чего-то сытного, вроде тунца или фасоли, и подобрать подходящую заправку.
А это моя любимая витрина. В отеле Cité Star Elegance огромнейший выбор десертов. На любой вкус. Пудинги, суфле, чизкейки, тарталетки с фруктами, шоколадные бисквиты, традиционные восточные сладости. От выбора разбегаются глаза. Фрукты подают как целыми, так и в нарезке. Чай и кофе можно наливать самостоятельно, а остальные напитки приносят официанты. Я чаще всего брала айран. Рекомендую попробовать, он вкусный и полезный. В качестве промежуточного питания турецкие отели чаще всего предлагают простой фастфуд. А в Cité Star Elegance в барах можно полноценно пообедать. Посмотрите, какой выбор в баре у бассейна. Такой сервис тоже входит в концепцию «Ультра все включено». Никаких доплат. Помимо этого в отеле есть еще 2 снэк-бара. В них есть фастфуд, вроде пиццы и гамбургеров, а также горячие блюда, салаты, фрукты. Все как на обеде в основном ресторане, только в компактном формате. В середине дня предлагают блинчики и вафли с мороженым и фруктами. Еще в отеле есть кондитерская. Тут вкусные десерты и кофе. Давайте посмотрим, что дают на ужин. Сегодня вечер рыбной кухни. На входе встречают коктейлями. Посмотрите, какой здесь выбор. И креветки, и раки, и суши, какие-то маленькие рыбки. Здесь супы, рыбный и томатный, хлеб, а здесь готовят свежую выпечку, картошка, вот здесь турецкая пицца пиде и какие-то булочки из слоеного теста. Здесь можно взять пасту. Какая красота! Морепродукты. Очень интересно. Пирог с морепродуктами. Интересно, я попробую. Здесь брокколи, овощи. Это жареные мидии. Здесь овощи на гриле, курица на гриле и фасоль. Это кольца кальмара во фритюре. Вареная картошка, жареный морской окунь, целые рыбки. А здесь готовят жареную индейку. Это рыба, запеченная в фольге. Думаете, это все? Нет, здесь не только рыба. Это шашлык из говядины. Это сарман. Виноградные листья завернуты в фарш и рис. А это традиционный турецкий кебаб. Здесь вареная говядина с овощами, лапша, цыпленок, котлета медальон. Ух, какой рулетик. Фаршированный кальмар, овощной гратен. А это фасоль, фаршированные помидоры, вареная курица, а здесь просто овощи. Уголок здорового питания. Здесь соленья, оливки, капуста, огурчики. Здесь зона салатов. Очень удобно, что все подписано на 3 языках, на русском тоже дублируют. Еще одна зона с соленьями. Здесь и капуста, артишоки, спаржа, свекла. Какой шикарный уголок с сырами. Сыры еще не закончились, здесь продолжается у нас ассорти сыров. Тут холодные закуски, овощные и мясные. Разные рулеты, баклажанчики. Здесь фаршированные овощи, перцы, кабачки. И снова сыры. Капуста, шпинат,
перец, кукуруза, морковка. Очень много зелени. Здесь тоже делают салатики с рыбкой. Вижу красную рыбку, тунец. Здесь продолжаются салаты, они уже нарезанные по-другому. Можно добавить фасоль, чечевицу, рис и соус. Собрать себе любой салат. Фруктовая зона. Есть даже ананасы, нарезанные фрукты, апельсины, грейпфруты. Очень удобно. Почищенный гранат. Ну и, конечно, куда без сладостей. Выбор тортов просто огромный. Посмотрите, какая красота. Фруктовый тарт, клубничный пирог, шоколадный торт. Чего только нет. Огромный уголок с местными сладостями. Несколько видов баклавы. Кюнефе. Еще в отеле есть 4 ресторана а-ля карт. А ночной ужин тоже сытный, с горячими блюдами, закусками и десертами. Вообще в отеле почти нет промежутков без питания. Всегда где-то чем-то угощают. Все, что я тут пробовала, было очень вкусным. А выбор такой большой, что я каждый раз брала что-то новое. Еще мне понравилось, что ресторан просторный, а официанты очень внимательные и предупредительные. Выбор алкоголя здесь очень достойный. Предлагают не только местные, но и известные брендовые напитки. Ставьте лайк, если вам понравился выбор блюд в Сиде Star Elegance. Не забудьте посмотреть полноценный обзор отеля и подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.